Окей, я постараюсь, коротко. Значит, цель моего сеанса — вернуть мою истинную память, очистить мое перводанное сознание от подключек, от имплантов, от воздействий извне, закрыть все порталы и доступ к моему пространству памяти, вернуть весь скачанный с меня мой животворящий потенциал, отменить контракт с Люцифером и серыми существами, призывая силы кармы на Люцифера и его серых существ за их действия против конов нашей священной вселенной. И ситуации. Значит, ситуация, которая сподвинула меня вернуться на сеанс, это то, что когда мы провели с вами последний сеанс, мы там увидели ситуацию, то, что произошел атомный взрыв, и я там была, а я до этого уже сказала, что я считала, что какая-то радиация, да, мне показала мое подсознание, осознание, что какая-то радиация. И когда мы увидели вот этот атомный взрыв, после сеанса мое сознание такое: ну это не та радиация, о которой я говорила. И мне выплыла картинка статуи «Родина, мать зовет». И я вспомнила наш самый первый с вами Виктория сеанс, который не был опубликован, но он не до конца как бы прошел, но там час сеанса есть какой-то, то есть мы там накопали как бы. Я когда пришла на самый-самый первый сеанс, у меня была память о том, что я встретилась с серыми существами, что я была похищена. Это было, когда мне 4 года было. И, то есть, вот я пришла с этим разобраться. И если, в 2 словах, значит, я вернулась в этот сеанс, у меня была запись, я посмотрела, законспектировала, и если в 2 словах, значит, мы увидели там, что, значит, происходила на эфирном плане операция с серыми существами. И, значит, они говорили, значит, что она должна забыть. Мы спрашиваем, что именно забыть. И, значит, там показывался удар по металлическому диску, какой-то шел черный гул, набат, и, значит, вот эта как бы богиня, которая похожа на статую Родина-Мать, она призывала всех, яростно кричала, значит, показывала на всех интерферентов и призывала всех богов стать на защиту. И там показывалось, что очень много как бы вот этих крылатых богов слетаются стеной. Я в этот момент все это со стороны наблюдаю и говорю, что я не могу на это смотреть, и что я сворачиваю свои владения и ложусь спать. И выбираю забыть и разрешаю вторгнуться в пространство памяти. То есть я слово в слово прям законспектировала. И там говорится, что происходит уничтожение памяти, память превращается в стекло, и что я разрешила вторжение, значит, в пространство памяти, и в этот же момент я иду на воплощение, как бы стать человеком. И сразу же попадаю к серым существам и заключаю с ними контракт, соглашение. И, значит, я согласилась на передачу контроля над памятью. Вот. И после того, как я решила, что я вернусь, я поняла это все, я пересмотрела, я уже знала, что я вернусь с этим аспектом, и на меня начались просто атаки во снах. И одну ночь я проснулась, и мне очень сильно светила в лицо луна, и прям жуткий был звон в левое ухо. И с тех пор у меня прям вот реально так, я чувствую, что именно в левом ухе стоит звон все время такой очень сильный. Потом опять на меня были разные как бы нападения, и прям в одну ночь, видимо, Люцифер не выдержал, так он пытался как бы укусить меня в голову, он мне какую-то ситуацию показывал, и я почувствовала, что как бы вот он пытается укусить меня в затылок, но у него ничего не получилось, потому что я проснулась, я почувствовала, я проснулась, увидела его как бы и прогнала его как бы, мысленно почистила свое эфирное пространство. Вот. И потом начала вспоминать ситуации разные, самые разные, то есть меня начало подсознание выдавать. Был период, когда я погрузилась, прям много слушала самых разных людей, которые якобы являются источниками каналов как бы передачи разных вот этих космических сущностей. И меня это все очень восхищало, мне это все нравилось, мне казалось, как здорово. И я всю эту ложь принимала за истину. Так вот, я хочу отменить свое каждое такое решение, обращаться и слушать всех этих людей,
я прошу прощения у Первого Творца за предательство себя и за то, что искала какие-то другие непонятные источники истины. Потому что истина, она одна, и все во мне, как говорится, ничего искать не надо. Вот, и я хочу закрыть все эти порталы, все, что я пооткрывала в своем пространстве, все утечки, все это убрать. И призываю силы кармы на всех этих людей за то, что они распространяют ложь. А также вспомнила, что вот весь этот мой путь такой вот в эту очень сильно вот в эту лжедуховность начался с того, что я как-то вышла, ну, мне рекомендовали как-то, я посмотрела, я очень сильно увлеклась его книгами, просмотром, там, такой Друнвала Мельхиседек, ну, там, очень много рассказывал как бы о сакральной геометрии, там, о пирамидах египетских. Вот. И я отменяю свое решение слушать его лекции, читать его книги, практиковать его ритуалы, очищаясь от всех подключек и воздействий с его стороны. И прошу прощения у Первого Творца за предательство себя и поиски других источников истины. Призываю силы кармы на этого, я его называю крокодилом, взаимодействие против конов нашей священной вселенной. И потом вспомнила ситуация, у меня происходило кое-что в работе, и я все задавалась вопросом, ну как так, то есть, ну что я не вижу, что не так, почему вот это происходит, то есть где я позволяю или позволила. Я вот вспомнила вот эту ситуацию в детстве с мамой, что мама была педагогом, и ей нужно было в детском саду устраивать вот эти утренники там на Новый год, там, когда Рождество, Пасха, вот эти разные такие детские праздники. И она все время меня с сестрой просила ей очень помочь. Как бы, ну, у нас с сестрой мы такие талантливые, то есть мы петь могли, рисовать и выступать, там все, что хочешь. Как бы. И вот мама все время просила помочь ей в организации и декорировании этих праздников. И как бы вместо того, чтобы тратить время на себя, мы как бы свое свободное время очень часто тратили на то, чтобы помочь маме. Вот. И я помню, что я в детстве вообще не могла отказать маме. И у меня такая фикция была, что как бы, ну, я же, раз я такая талантливая, ну что мне жалко как бы помочь там другим или вот помочь маме. И вот я отменяю свою вот эту мысль в детстве, что как бы мой талант, он принадлежит только мне, и как бы я не обязана никому помогать. Еще я поняла одну вещь, что вот из-за того, что я все время как бы шла на компромисс с мамой, то в сегодняшнем дне я увидела это, что я заранее позволяла людям создавать погрешности в моем пространстве. И вот сейчас я хочу отменить мое решение, что я не, ну, как бы отменить решение, решать мамины проблемы, решать мамины задачи. Пусть мама решает свои задачи сама. И я отменяю свое решение тратить мой жизненный потенциал на решение не своих задач. Мой жизненный первый источник принадлежит только мне. И вспомнилось, вот когда начала вот эти утренники, это я себе поместила, может быть, Наташенька, у вас не будет, я вспомнила, что вот про эти утренники мамины, что самый первый раз, когда я не смогла отказать маме, это вот было, когда, я не помню, это может какой 4 или 3 класс, мама попросила выступить на утреннике. Это был самый первый раз, когда вот началось вот это все переодевание вот в эти маски, персонажи, и каждый год и пошло, и поехало. Я там выступала у нее на праздниках с самыми разными там персонажами. Но мне подсознание выдало именно почему-то вот этот персонаж. Мама попросила выступить Мальвиной. Я как сейчас помню это платье, такое красивое, такое оно белое, и оно все таки в синих больших сердцах, такие прям вот синие сердца. Оно такое красивое, мне еще такой парик мне дали, одели с такими кучеряшками. Вот почему-то у меня прям эта Мальвина перед глазами стоит. Так вот я хочу отменить свое решение, как бы согласиться с мамой, да, выступать на этом празднике, одеваться вообще в этот костюм Мальвины. А еще так интересно, что вот до того, вот как
я не смогла отказать маме. То есть первый раз это уже осознанно, как ребенок. Я понимала, что я не хочу этого делать, но я не могу отказать как бы маме. А за пару недель до этого, что это зимой было, это был новогодний именно утренник, мы с сестрой переболели очень сильно бронхитом. И это первый раз в жизни было, когда я голос потеряла. То есть у меня вообще такого не было, и потом не повторялось. Но вот до этого события, как мама попросила выступить Мальвиной, я помню, что я долго болела, прям 3 недели, прям сильный бронхит был. И я помню, что я голос потеряла. Тоже вот интересно, что там было. Это все. Мгм. А этот бронхит был до того или после того, как вы До. первый раз? До? Да. То До. есть мне Ага. вспомнились мамины утренники, вот то, что я свой талант, да, потом вспомнилась Мальвина, и потом до Мальвины вспомнила, что вот до этой Мальвины было за пару недель буквально бронхит был, когда первый раз голос. Первый и единственный раз в жизни, когда голос потеряла. Мгм. И еще я, может, это, я для себя просто хочу спросить. А вот этот вот самый первый сеанс, когда вот это вот Родина-мать, вот это все, какой именно аспект на физике привел к этой картинке? Ну, к этому вот. Или можем мы просто так... Именно слово радиация. Когда я пришла на предыдущий сеанс, до этого, вот до сегодняшнего, я пришла и сказала, что я считала, то есть у меня кожа постоянно аллергия. Короче, на что-то она реагирует. И я когда спросила у себя, мое подсознание радиация. Мгм. То Вот. есть это был тот И аспект, потом, на который вот это все показалось, да, вот что боги на защиту, вот это все, да? Там, где ледниковый период, вот это вот. да, именно на слово радиация. Ага, понятно. Поняла. То есть ты сама себя спросила, и тебе пришло, да? Угу. Ясно. То что, я не знаю, мы можем так найти, там, типа, зайти в тот сеанс или... Не надо в тот сеанс заходить, просто пройтись по этим аспектам. И цель, главная цель. Моя главная цель — это я все еще чувствую, что каким-то образом серые существа находят доступ в мою голову, да, вот эти сны, потому что меня по жизни уже практически мало что беспокоит, практически, не особо что беспокоит. Они все пытаются атаковать меня через сны, вот какие-то дурацкие вот эти сны, вот эта луна. Я просто, да, верю, что потому что я не отказывалась, я много слышала вот этих разных людей, которые вот типа по-английски чаннелеры называются, и, возможно, сама открыла порталы и доступ, а это же все занимаются вот эти серые, я верю в это все их рук дело, поэтому посмотрим. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 3 до 1, и ты войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория? Да. Ты в эфирном пространстве? Да, я в эфирном пространстве, правда. Да. Угу. Давай на счет 3 ты найдешь эфирное тело Елены. Елена. 1, 2, 3. Так, вижу, идет девушка, как-то шляпка на бок, вот так, с правой стороны больше, идет и поправляет платье, а платье как будто бы сцепилось где-то, вот длинное платье. Прямо видно, как где-то 18 век, да, я так слышу. Считывается. Идет и поправляет платье, как будто бы его тянет, оно где-то зацепилось сзади. Вот так она его подтягивает.
Вот. Да, это вижу на ней маска. Мгм. Сейчас. Маска. На маске такой, как кружок. Мгм. Маска лицо, которое сначала пошло вот так вот, как ее имя и фамилия, Мгм. но потом это от маски в сектор интерферентов и в сектор магии подключка. Мгм. Этот образ этой девушки, там, где маска, там лица нет. Надо спросить, кто это и зачем пришел. Там нет Да. лица, там провал. Мгм. Спроси, кто это. Или считай просто. Э, Оно выглядит как какая-то игрушка. Ноги вот так неестественно, ну, как мягкая игрушка такая, как Мгм. будто бы какая-то кукла. Ноги вот так раздвинуты. Она вся черная. Мгм. В стороны, как в сектор магии, в сектор интерферентов, там основа. Мгм. Там, где колени, она упала, так туда как бы поднялась и упала. Она как волна такая. Сейчас Мгм. я считаю, приказываю сказать, кто это. Да, приказывай отвечать, кто это. Говорит, я большой бум. С какой целью этот существо пришло? А я слышу, не допустить, освободиться Елене. Мгм. Слышу потеря памяти. Мгм. И в секторе интерферентов такой шар. Так, что это за шар? А, Там тянутся руки оттуда, и я вижу такую же девушку в таком же платье, Мгм. только Кто это? сияющую. Кто это? Считай её эфирная ДНК. Да, ее настоящее лицо. Мгм. Это Елена, она вот там. Мгм. Она считывается в памяти у динозавра. Мгм. То есть она как будто бы в памяти внутри. А это, я слышу, программа заблуждения. Вот эта черная кукла, скажем так, она как плоская, как будто бы плоская волна, которая вот так поднялась до колен, Мгм. а потом вот упала и там лежит вот так. Мгм. Да, это считывается как программа заблуждения, дух заблуждения. Мгм. Так. Так, а А где... спроси у Не, подожди. ещё не. А где Мгм. же надо позвать Елену? Так оно там в шаре было. Нет, это ее часть потерянная в шаре. Ага. А в эфирное пространство она как бы не пришла Мгм. когда я позвала ее. А почему она не пришла? Она говорит, что она меня не слышит. Ну почему она тебя не слышит? Вот она там есть, я ее вижу, и она вот так показывает: "Я тебя не слышу". И показывает, что у нее вот здесь, где левое ухо, такой как, надутый шар серого, как черный, но такой, разбавленный цвет. Мгм. И подключка в сектор, магии идет. Мгм. Вижу эту ситуацию, где она лежит, да, с этой луной. Хорошо, сейчас я еще раз зову Да, и позови вот так Елену еще. держу перед ней, какой-то лист. Это аспекта ее. Да, скажи ей, И что она сама показываю захотела. на цель, да. Мгм.
Вижу, что она как будто бы просыпается, как будто бы спит. И у нее, да, и она говорит, потягивается вот так. Говорит, как же долго я спала. И Так. говорит, мой пафос ушел. И она встает огромных размеров, сияющая. И что-то у нее только вот в голове что-то черное, и оно фонит, гул такой идет от вот 7-я чакра вот здесь Мгм. отдельно, а это как бы через 6-ю идет в голову черный шлейф энергетический и фонит, так гудит. Мгм. Сейчас я ее считаю, эфирная ДНК. Да, считай эфирная Да, ДНК. это она. Вижу ее и в эфирном плане, и на физическом плане она, так это же я, вот я. Да, хорошо. Да. Спроси у нее разрешение поработать с ней для нее. А она говорит, что она разрешает. Хорошо. Так, с чего начнем? С этого черного шлейфа? Вот, ну, можем приказать всех интерферентов или по аспектам, вот, например, этот случай, который протянулся, то есть вот это, что всплыла, кто это, зачем пришли на ее сеанс. Да, давай тогда начнем с этого большого бума, Да. там, где ее частичка была. Так, зачем он, приказываю ему отвечать, зачем он явился на сеанс? Почему он хочет помешать Елене освободиться? Зачем ему это нужно? Так. Он отвечает, что она предала его. Каким образом он считает, она предала его? Он говорит, что она ушла от его контроля. Угу. Так, кому принадлежит? Сейчас я смотрю, вот оно потянулось вот так через Да, кто его сектор хозяин? магии. Кто Угу. хозяин? Приказывай. Я вижу, в секторе магии находится какой-то силуэт, Угу. какую-то книгу читает, как будто бы, а потом как будто бы молится вверх так и что-то говорит. Угу. М, Приказываем ему отвечать, кто это. Дух лжи, дух заблуждения. Вот эта вот фигура. И там как будто стеклянная какая-то фигура. Так, на физике кто? Так, а на физике кто это? Я вижу ситуацию, где Елена вот так как будто бы трубочку прикладывает к уху и говорит: "Я внимаю", вот к правому уху, "я Угу. внимаю гласу Мельхиседека". Проводник, он проводник духов, Угу. и говорит: "Духов безбрежия". То есть нет берегов. То Угу. есть программа, скажем так, по-нашему, жертвы и подчинения насильнику. Угу. Так. То есть эта стеклянная фигура — это Елена? Нет, Это эта стеклянная фигура — это этот Мельхиседек, который находится в секторе магии по отношению к Елене. А Елена как ангел стоит, как показывается то, как ангел, она передо мной, огромная, с крыльями, то, как эта девушка какая-то в корсете с этим платьем, но сияющая, уже не черная. То есть, а Мгм. черное было на ней, как бы, то есть чьи-то программы она носила. Только Мгм. вот черного у нее есть, вот это подключка к сектору интерферентов, и она связана с, я слышу, с ночными кошмарами.
Вот. Мгм. То есть идет вливание, буквально вливание информации и Мгм. вытягивание жизненной силы. Мгм. Да. Так. Ну что, давай прикажем всем интерферентам Елены проявиться на безопасном расстоянии. В секторе вот от этого Мельхиседека тянется подключка как бы вниз туда, Мгм. и там я слышу маразм. М, Что это существо? Там такой шар черный. Мгм. Так, кто хозяин этого Так. энергетического объекта? Мгм. Кто хозяин этого шара? Так, черный ангел, и у него как пиндер, как веревка, которая тянется к этому Мельхиседеку, и он этой веревкой так раскачивает. Так что, а он как черт с рогами, Мгм. стоит ноги широко и подключен еще ниже к нему. Так, а это же кто такой? Да, это как считывается. Дух вранья. Мгм. Это черный Де- ангел, это дух вранья. да, Ага. демон власти, дух вранья, ну вот лжи, Мгм. заблуждения. А кому он принадлежит? Да, кто его хозяин? А он берет этот черный шар, вот так говорит, это моя парафия. Так, а что это за парафия у него такая? Говорит, люди. Вот этот в черном шаре эти люди. Мгм. Говорит, души умерших. Заблуждаемых. Вот кого он заблудил. У них вот с Мгм. правой стороны как такой вихрь, вот я вижу. А, Мгм. Так, и хозяин этого духа. Да, кто хозяин этого духа лжи? Так, Приказываем приказывает. проявиться в его пространстве. Он там как через болото булькает. Мгм. Люцифер. Мгм. В его пространстве я отсоединяюсь. Да, отсоединись от него. Так, ясно. Теперь я вижу картину. Вот это как луна сияла Елене в лицо. Мгм. Сейчас я посмотрю, что происходит на эфирном плане. На эфирном плане вот такой свет, вот как маска это, которая Мгм. проявилась в первые минуты. Мгм. И там такие как будто существа, такие энергии, как будто бы маленькие такие, что-то бегают там, что-то делают на этой маске. Что они делают? Так, сейчас я Приказываем посмотрю. отвечать. Это такие как черти с Ага. хвостами, это сейчас считывается упыри. Программы упыри. Мгм. Энергетически они связаны с сектором магии, поэтому они выглядят как люди, ну, как черти, да, черти это типа ДНК человека тоже присутствует, это духи, сейчас я посмотрю, сотворенные творцами, то есть людьми, которые своими мыслями и действиями приводят к сотворению этих негативных духов, то есть программ, энергетических сгустков и так дальше. Мгм. И вот они, но они принадлежат одновременно подключены в сектор магии, в сектор интерферентов, а в секторе принятия решений у Елены здесь как наба такой бум, и такой гул идет, Мгм. как черный диск. Мгм.
Что это за черный диск, как он считывается? Оно считывается, я решила пойти на компромисс, и там вижу много событий, и проявляется 2 события, разделяется как первое и последнее. Мгм. Первое именно вот это платьице. Она Мальвина? говорит, да, она говорит: "Я не своя", и она хочет это платье вот так содрать с себя. Мгм, мгм, Но подчинилась, чужой воле, материнской воле. Вижу буквально, в секторе магии находится ее мама, которая ее тащит, за руку. Буквально как будто бы тащит. мгм, Принуждение к повиновению. мгм, Вот. И это как раз и есть, вот эти черти, которые на этой, маске как бы делают свое дело. Они как будто бы хватаются вот так и отгрызают. То есть они, я слышу, упитывают энергию в себя. То есть они как губка впитывают энергию. И подключка, к этому вот, который молится, Мелхиседек. мгм, Это тоже, как энергетическая конструкция, как эгрегор, который поглощает доверие, обманутых. мгм. И, вот оттуда идет, да. Так, давай посмотрим, подписывает ли Елена, контракт с этим Мельхиседеком. Есть ли еще действующий контракт какой-то? Я слышу: "У меня получилось лучше". И желание быть обманутой. Мгм. Что Э, значит у меня получилось лучше? так, я сейчас посмотрю, кто сказал. Да, кто это? Так, кто сказал? Сказал Люцифер. Он сказал, он там Мгм, внизу, и у него в животе он как будто бы проглотил кого-то, сияющий шар. Это мгм, вот она, Елена, это барышня идет. мгм. Видите? А, Когда, Елена очутилась вот это в Люцифере, когда был самый, ну, первый момент, Он что происходило? говорит, ну, считывается, она сама пришла, к Мельхиседеку. Ей Мгм, нужен дух заблуждения, мгм. А зачем ей этот дух был нужен? чтобы обмануть себя. Сейчас я посмотрю, где зацепка. Да, где зацепка? Почему она позволила себе обмануться? Я слышу, мама учительница. Мгм. Так, и что, Роль, ну. роль. Мгм, Мама, передает, как, считывается, как навешивает, как будто бы щит такой, ответственность, за свои погрешности. мгм, Ответственность. Она вот навешивает вот эту программу ответственности, на детей, на Елену. мгм, Уходит от реальности. Я вижу, что она не справляется, и, так считывается, что она должна была бы сидеть дома и воспитывать детей. Ну, эта мгм, система так устроена специально, да, чтобы мгм, мамы работали и за детьми, и сами не успевали ничего. Ну, гонки эти. мгм, мгм. Так. Так, ясно. И я слышу вот так вот услышать правду, то есть это от нее идет услышать правду. От от мамы? От Елены, Ага. в этот момент. То есть, потому что здесь же все вот так вот намешано.
И Мгм. сейчас я посмотрю, когда она хотела, желала услышать Услышать правду. правду от мамы? Нет, это не от мамы. Нет, Это мамы? уже от Мелхиседека. А мама– это зацепка. Мгм. И нужно посмотреть, что произошло во время, когда она вот согласилась одевать это платье. И я вижу, что она желала его содрать, но не содрала. То есть она подчинилась, Мгм. и у нее, я слышу, контракт заблуждения. Мгм. Ну, передай Елене, что если она хочет, она может зайти своим теперешним сознанием в тот момент и содрать это платье, как она хочет. Я вижу, она снимает это платье, дает маме. Оно выглядит как синее сейчас. Мгм. Считывается как навязывание чужих идей. Какое-то голубое с такими синими сердцами. Мгм. Отдает маме и говорит: ты мама, я дочь. Мгм. И потому что она хотела играться. Я вижу, она разворачивается и садится и играется у себя в комнате. Мгм. Ну, как будто бы на пол села с куклой, что ли, с какой-то Мгм. игрушкой. И Хорошо. берет ножницы и говорит, что она не хочет вырезать новогодние фокусы какие-то. И у нее вот от руки, она как будто бы пальцами вот так режет. Такая подключка идет к левому уху. Мгм. Что это за подключка? Сейчас я посмотрю. Она вот так черная, такая толстая энергетическая подключка к левому уху. Я слышу слышать приказы, выполнять. То есть рука соответствует действию Мгм. на тонком Так, плане. а когда эта подключка в первый раз появилась в пространстве Елены, что происходило на эфирном плане или на физическом? Я слышу приказы, Мгм. и от этого шлейфа вот идут много подключек в сектор магии, и я слышу приказы, и вижу ее маму, которая буквально приказывает, что-то делает, свою работу на кухне. Слышу, как посуда стучит. И в этот момент раздает приказы детям. Мгм. Вот ей. Так, а где Елена в этот момент? Что она делает? А она подчиняется. Она вот как будто бы по стойке смирно так есть. Вот. Мгм. И вот эта рука черная. Да, это детские праздники вот эти. Мгм. И я вижу, как эти черные энергии, на нее эти маски какие-то, вот это все. Переодевание, выполнение заданий. Это навешивание программ материнских. Мгм. Так, ну, Елена написала в аспектах, что она сейчас отказывается выполнять все мамины приказы, помогать ей решать ее проблемы, и брать на себя ее ответственность. Пусть она, если хочет, изменит каждую из тех ситуаций, где она прогибалась под мамиными приказами и изменит, на противоположное, будет делать то, что она хочет, вместо того, чтобы выполнять приказы мамы. Я вижу, как она отдает это синее платье, и вместе с этим синим платьем переходит это большое черное. Я также ее маме передаю информацию о наших сеансах, и чтобы она, если хочет, что она может выбрать. Она может отказаться, Мгм. приказывать детям и навязывать ее стереотипы и перевешивать ее блоки, ее программы на детей и ответственность. Или она Мгм. может принять карму. Но она Так. сказала: я уйду, и как-то вот так это платье свалилось вниз, и вижу, как Елена буквально сдирает с лица
эти маски. И вот этот шар, который в 6-й чакре, Мгм. она вот так как-то его ших-ших, и он начал переваливаться, такая петля пошла. А начало этой петли вот там в животе у этого Люцифера. Мгм. А Так, считывается, что это его сознание там. Так, я так вижу, что нужно еще отказаться от этого, Мельхиседека. да, Мельхиседека. Так. Дека. Мгм. Ну, Елена отказывается э, смотреть его лекции, читать его книги, все, все ситуации, в которых она принимала его правду за ложь. В общем, она сейчас отказывается от этого все. Она хочет очиститься от всех подключек и воздействий от этого существа и его хозяев. Я вижу, как от ее вот это ухо такая энергетическая светлая волна, которая ну, я слышу по-украински, слухавка, ну, как этот Мгм. фонендоскоп типа, да? Вот, Мгм. Трубка. желание услышать правду. Мгм. Мгм. Это было вот и э, доходит до черты, я слышу, до черты распознавания добра и зла, и направляется в сектор магии. Не в сектор первоисточника, первотворца, там, где есть источник истины, а именно в сектор магии. Интересно, почему в сектор магии? Да, почему сектор магии? Что там такое находится? Я слышу человеческий фактор. М. Там считывается как пример равнодушия. Так, Так, что это значит? что это такое равнодушие? Я вижу, там этот Мельхиседек, молящийся, сидит, и он как бы перебрасывает вот это, что я видела, как жонглирует. Одна душа в левой руке. А почему я сказала душа? Мгм. Чем он жонглирует? Душами. И у него такая там черная душа, а в правой руке у него сияющий объект. Это вот энергия слышания, которая вот так протянулась с нее, и она перешла. Вот это ее чистое желание, чистый помысел узнать правду был М. перехвачен. И вдруг вижу, как эта ситуация, сейчас я снова от него, он там какие-то защиты у него есть. Я сейчас его закрываю. Да, закрой его в банку или куда-то там безопасное какое-то Да, место. и вижу, как идет дергание энергетическое с этой ситуации, когда ей луна светила в лицо. Снова Так. Мгм. И я Эм, слышу навязывание чужих идей, сновидений. Это открытый портал через этого Мельхиседека, а он проводник духов. Мгм. Вот этот проводник духов. Так. Есть ли у Елены какой-то контракт с этим Мельхиседеком? Так, сейчас я спрошу ее, на что она согласилась. Да. Она говорит, что она согласилась поменять уши. Для чего? Где была Она, зацепка? она говорит, чтобы услышать правду, но эта Мгм. энергия у нее уходит вот к Люциферу через Мелхиседека туда, Мгм. и уходит эта энергия от ее будущего. Вот из Мгм. сектора будущего первотворца уходит. А на то место вот так как-то через спину, через правое ухо и вот так через спину, через, ну, через голову вот так. А, вот эта черная подключка. Сейчас я рассмотрю, что это.
И эта программа «Слышать ложь» имеет отношение к этому духу заблуждения, который, вот он треплется там, уже Мгм. уменьшился сильно. Вот эта кукла типа, которая... Мгм. Вот. И Елена вот так что-то берет, как из сектора подписания контракта, и говорит, что она отказывается, и снова вот это, как есть, Мгм. Подчиняться. подчиняться, да, эту программу. И я вижу, как она эту черную ладошку ему отдает, и Мгм. вот эту подключку, оно как вихрь идет, знаешь, как в самогонном аппарате такие вот эти трубочки Трубочки. круглые. Мгм. Вот так оно идет. И эта трубочка стеклянная отвалилась, и куда-то я улетела. Так. Вернись обратно к Елене, к ее эфирному телу. Да. Она вот такая большая и вот так показывает внизу. Вот я, но Мгм. уже маленькая она. Вот там, где как будто бы спит, эта луна светит. Мгм. И так, А где там зацепка? Почему вот это вот, когда светила луна, то ей что-то зашло в левое ухо и в левый глаз? я вот вижу, там оно откуда-то идет, там портал открыт, и я слышу Мелхиседек. Так. Ну, Елена сейчас отказывается от всех взаимодействий с этим Мельхиседеком, читать его лекции, книги, делать его, практиковать его ритуалы. Она хочет полностью от него очиститься и разорвать все контракты с ним. Пусть уходит. Она говорит: "Я услышу правду". Мгм. И, взяла как дверь такую, вот это выдвинула его, и вижу, как этот, из левого уха черный вихрь такой, как трубочка скрученная, она отваливается. Я ей передаю, чтобы она выталкивала с себя все эти, и оно как-то сквозь нее так вниз опускается по чакрам, чтобы она выталкивала все эти чужеродные, энергии и отказывалась. И я вижу, она вот написала: "Расторгаю контракт", и вот так эту бумагу как будто бы скомкала в такой клубок, и этому Мгм. Мелхиседеку в рот. И когда она это сделала, то вот эти руки его стеклянные, которые как будто бы к небесам были, ам, обращены, а на самом деле через, это обращение я вижу, как черная энергия закрывала его и ее будущее. Мгм. То этот канал, отваливается. Я передаю Елене, она взмахнула крыльями, и такой шум пошел от крыльев, чтобы она отказывалась. Я вижу, как она выбрасывает эти книги, топчет ногами, сжигает. Мгм. И передаю, чтобы она полностью расторгла контракты с этим антимиром, с его слугами, с его этими, а, Хозяевами и хозяевами. с самого первого контракта до самого последнего, всю цепочку пусть расторгает и выталкивает все чужеродное из ее пространства и возвращает все частички ее души из тех мест, где они хранились до сих пор, и Виж очищает их, приводит в соответствие с ее эфирным ДНК эталонным. я вижу, как она эту руку, а, быть готовым, это программа, быть готовым, делать зло, Мгм. служить злу. Она на это вот так смотрит и прямо вот в лицо, как маску этому Мелхиседеку, и ее лицо засияло. Вот так Мгм. прямо вот отсюда, с пятой чакры, такой как свет пробился. И вижу, как из этого живота, этого Люцифера, люциферианское царство, Мгм.
поглощенная ее энергия внимания Мгм. выходит, а он как будто бы вот так раздваивается. Что это такое? Ну, он должен ее выпустить. Да, он обязан ее выпустить, и Да. Елена сейчас и хочет расторгнуть все полностью контракты с ними, с антимиром и со всеми представителями антимира. И Мелхиседек говорит, что он не дослужился. Я не дослужился. Он говорит, до почетного звания Люцифера. Ха-ха-ха. Это его проблема. И вижу, как этот диск черный, который здесь гудел, он сильно уменьшается Мгм. и превращается с одной стороны как в такой месяц черный. То Мгм. есть высветляется с одной стороны. Мгм. Это идет замена ее решения. Мгм. И она выбрасывает эту подключку к левому уху и говорит, что вот она встает. Но оно все одновременно происходит. Здесь много событий. И Мгм. Мгм. одновременно этому Мелхиседеку отдает. И одновременно это и идет информация, что эм, отказывается слушать. Мгм. А считывается, как настраивается. Настраиваться так, как мы настраиваем, например, настраиваемся на какую-то волну, как радио, крутим Мгм. этой кнопкой, чтобы настроить волну. И она говорит, что она отказывается, настраивается на проводника духов. Я ей Мгм. передаю, чтобы она и очистила все ее пространство. И вот Да. разрывается эта связь. Он от нее отваливается, как тяжелое что-то такое падает вниз. Мгм. Она поднимается вверх. Да, пусть она закрывает все порталы. Между ее 7 и 6 чакрой э, уже не черный шар, но он серый. Мгм. И Как это 7 считывается? чакра вот так отделена от всех от 6. Ага. Когда произошло это впервые в ее пространстве? Когда эта 7-я чакра отделилась, а этот шар появился у нее? 6-й. Что происходило? Из сектора интерферентов, буквально как будто бы вот так перед ней, символ вот этой тетки каменной, которая как родина-мать типа зовет с таким ртом страшным. Мгм. Вот, но Так. руки у нее уже нет. Просто такой силуэт повернутый. Это навязанные, я слышу, навязанные заблуждения. М. Было ли это какое-то событие в реальности или это просто навязанные какие-то воспоминания? Это реальные события в прошлом. Мгм. Но эта программа, вот эта родина-мать зовет, это заблуждение, это ввязывание в игру этих демонических структур для того, Мгм. чтобы терять энергию и отдавать свой творческий потенциал. Я слышу угроза, считывается от этого, угроза человечеству от этого символа. Сейчас я посмотрю. Это Так. затягивание. Они затянули, принудили, затянули. Так, я слышу падшие ангелы. Где они? Кого они затянули? Падших ангелов? Сейчас я посмотрю. Я вижу, там такая как платформа, где сектор первотворца. Мгм. Такая платформа. Вот как у нее 7-я чакра как будто бы отделена. То есть в Мгм. ее пространстве личном это тоже отображается. Мгм. И там такая платформа, и там стоят сыны Бога, Творца. Мгм. Ангелы стоят с крыльями.
И в таком замешательстве они. Почему? И сейчас я посмотрю. Они в таком замешательстве смотрят друг на друга. Такое замешательство идет. И из сектора магии идет такой черный шлейф, который захватывает некоторую часть этих богов, творцов, сыновей Бога. Захватывает. Интересно, а где же Елена была в этой ситуации? Да, где Елена? Она среди них? Она ушла на воплощение. Нет, она среди этих, которые в черной этой пелене. И в секторе магии кто-то проявляется, такой кто-то хитрый, энергии хитрости. Он так подмигивает. Кто это, считай? Я вижу, кто-то услышала первое, Люцифер. Второе, я увидела, как будто бы такой лежит, как считывается Люцифер, Творец. Он такой сияющий, лежит, возлежит, как будто бы, я вижу, считывается на земле. То есть он такой большой, вот так лежит на земле, на нашей планете лежит. Вот как-то небрежно так, знаешь. И правой рукой что-то черное у него есть. Что это у него в правой Зернышки руке? такое, да. Так. Что это за зернышки? Это такие, как считываются ушедшие от жизни, падшие ангелы, схваченные, я слышу, схваченные, обманутые. И он говорит, у меня получилось лучше. Чем что? Он говорит, чем у этого первотворца? И я вижу, как в этот момент, когда он сказал, то на сияющем, хочется сказать, лике первотворца, но там идет такой, как свет просто, я вижу. Сразу же появилась такая, как тень черная. Люцифер как бы бросил тень на сияющий лик Творца, Первотворца. И он спорит с Первотворцом. И он говорит, что у него есть что-то, что нет. Он показывает свой пиндер, как веревка вот эта. У Первотворца этого напора нет. У Первотворца все сотворено по конам совместного жительства. Это выглядит как шары, которые просто летают, вот так отодвигаются друг от друга, приближаются друг к другу, сливаются, но все по доброй воле друг друга. И у Первотворца нет этого насилия. Вот считалось насилие. И он показывает у него этот черный язык, ложь. Он источник. У него сразу проросли вот эти язык. То есть он находится как в секторе магии по отношению к земле. По отношению к земле, и у него эти падшие ангелы, которых он вот так перемещает туда вниз. А мы можем им передать информацию этим падшим ангелам, что то, что говорит Люцифер, это ложь, что... Они говорят, что они не падшие, что они захваченные. И показывают вниз и говорят, что падшие там. Это
добровольные ходцы, добровольно пошли ходить. Ходцы, я слышу. То есть Ага. есть все среди тех, которые попали в сети, скажем так, Люцифера, есть, Мгм. которые добровольно пошли, а есть, которые обманным путем. Мгм. Есть как захваченные души, и есть, но на них всех есть вот эта карма падших ангелов. Это переброс кармы идет за содействие и за соучастие в творении Творца демона. Мгм. Так, а на что согласилась Елена, когда она пошла на воплощение, и вот эта вот петля ее заманила к Люциферу? Что тогда происходило, когда она была на той платформе, а потом пошла на воплощение? Я слышу, оно вот так, она одновременно, ее высшее я осталось там вверху, Мгм. а воплощенный дух, частица высшего разума, Мгм. воплощенный дух пошел ребенком. И Мгм. там, где ребенок, он вот так опускается по пространству, Мгм. считывается потерять память, Мгм. потерять контроль над памятью. Там, где она осталась, там ее высший аспект души и высшая миссия. Мгм. Ну, Она Елена... показывает, что ее высшая миссия это вот эту веревку этого пиндера, это насилие, оно присмыкающийся, говорит, присмыкающийся насильник. Это змея, это как раз и есть символ этого присмыкающегося насильника, Мгм. что и есть этим пиндером. То есть этот символический пиндер, это символизирует силу Творца демона. Мгм. Ясно. Ну, Елена сейчас отказывается терять ее память, она хочет вернуть ее память обратно. Она говорит, сейчас я с ней говорю, зачем ей Мгм. это нужно было. А она говорит, что ей нужно было вобрать. Ты видишь? Помнишь, эта губка черная была, Да, да, которые вбирали ее энергию? То да. есть как это, она, это действие и противодействие. Она желала пойти добровольно к падшим ангелам. Она говорит, к падшим ангелам, то есть они уже там были, Мгм. А чтобы зачем? помочь, она говорит, разобраться и вернуть память погибших творцов. То есть она согласилась потерять собственную память, чтобы вернуть чужую? Это не чужая, это в общем пространством человеческой памяти, то есть те творцы, которые пошли, и они создали матрицу насилия, и они создали этот пиндер для Мгм. Люцифера, и они создали общую матрицу сознания человечества, в которой было приоритетным и доминирующим это согласие быть творцами тьмы. Вот так я слышу. И создать эту матрицу насилия, подчинения, магии. Это все пространство, это магия. Вот это Мгм. вся сознание Люцифера, это есть магия, то есть принуждение к насилию, принуждение. А ее цель родиться человеческим детенышем, Мгм. чтобы разрушить матрицу дьявола, то есть брехуна. Мгм. Дьявол это брехун. Мгм. Вот. Ну, Вернуть, говорит, вернуть чистоту разума. мгм. Ам,
Ну, пусть, если она хочет, пусть она сделает то, зачем она воплотилась тогда, и вернет себе чистоту ее разума и разрушит эту матрицу дьявола, магии этой лжи. Сейчас я вижу момент создания этого конфликта, этого. Она как будто бы борется на руках с этим Люцифером, с этой черной рукой. Мгм. Сейчас что-то важное было. Что происходило в тот момент? Она говорит, что она прекращает содействие, Мгм. сотрудничество, прекращает сотрудничество, С Люцифером? да, с люциферианским царством, что и есть, по-нашему, это матрица Мгм. магии и лжи. Да, пусть Она расторгает говорит, все контракты с ними тоже. что она расторгает подчинение, Мгм. и она сейчас нужно вернуться снова в тот момент, где она шла, На и для воплощение. того, чтобы впитать как губка. Мгм. Сейчас я её спрошу, зачем ей нужно впитывать как губка вот эти негативные взаимодействия, эти программы, эти Мгм. духи. И она показывает, что она вот этих духов, они как черти снова показываются, Мгм. впитывает в себя, как губка вот так втягивает, для того, чтобы их считать. Вот этот предел снова, как с Мельхиседеком появился, до предела распознавания добра и зла, и Мгм. истины. И ей это нужно было, чтобы считать, идентифицировать. И она говорит, чтобы оставить память для наследников, для будущих поколений, опыт Мгм. превращения, опыт какого-то превращения. Я сейчас спрошу, что это Что за за... опыт превращения, да. Она говорит превращение добра в зло. То есть, когда творцы сошли с небес и вошли в эту матрицу, то Мгм. они начали творить зло. Они стали быть творцами зла или демонами фактически. Мгм. И по конам Вселенной эти светлые души заслуживали смертной казни, потому Мгм. что ничто несовершенное не имеет права на существование. И таким образом они как бы запустили этот механизм переброса кармы. Мгм. И вот вижу этот момент, когда этот Люцифер, он сейчас, который на земле лежит, он как бы поглотил всю землю, она вся почернела. Но он сильно сейчас уменьшился. Мгм. И я вижу эту девочку, которая родилась. Она в пышном таком платьице, сияющая и вся совершенная. Энергетическая сфера плотная, но к правой ножке подключка. Черная ниточка такая. Мгм. Куда Она тянется эта впитывается подключка? как уж. Мгм. Вот эта программа на взаимодействие, как этот уж или змей в Эдемском саду. Мгм. Я вижу, вот как этот Люцифер, он забросил петлю, этот, которую я увидела еще раньше, вот эту Мгм. петлю, но она уже уменьшается. Куда тянется эта подключка от правой ножки этой девочки? Она тянется в люциферианский живот. Мгм. Это вот это все переваривание и перетравливание и превращение. То есть это наш современный мир
человеческий, это вся система вещей, которая буквально переваривает, перемалывает творцов, заставляет работать на темных с одной стороны, с другой стороны втягивает в ситуации, вот как ее мама не справлялась с ситуацией, да, Мгм. вот. И все люди не справляются с этой ситуацией, потому что вынуждены подчиняться этому укладу вещей, как устроено дьяволом. Мгм. И вот этот уж, это как раз и символизирует. Но тогда у нее это было, вижу сейчас, где зацепка, куда оно идет. Я вижу в ее нижние чакры идет. Это подключка. Я слышу высасывание. И через ее животик, а она стоит так и вот показывает, уходит к первотворцу, к сияющему лику. То есть через личное ее пространство идет отсасывание энергии от общего пространства, я слышу, живородящего центра Вселенной. Вы здесь, девчонки? Да, да, да. Интересно так. Это живородящий центр Всесвіту. Все есть свет. Оно же рождает все живым. А здесь все умирает. И вот это, этот центр живородящий, он рождает на жизнь. Мгм. Но вот это с одной стороны, где эта петля и захватывает, там смерть. Соединение с Люцифером приводит к смерти. Мгм. И я вижу, как эта девочка, вот, которая пришла в это воплощение первое, и она как ангел одновременно огромная, и она вот так руку черную эту ложит, а он смотрит, а у него из руки вот ее уходит, с его руки вот так ее энергия уходит С Люцифера? с Мгм. Люцифера, да. И он Мгм. хватается за живот, и ее энергия тоже к ней возвращается, к живородящему источнику, Мгм. и к ней. И Пусть она я выталкивает все чужеродное из ее пространства. вижу, как оно буквально корчится и плавится, эта черная энергия, и утилизируется буквально в ее пространстве. Мгм. И я ей передаю, чтобы она все крючки и зацепки и убирала с ее пространства, и остатки этой типа матери Родины, а матерь Родина это, которая орет, которая зовет на смерть. Она Мгм. зазывает на войны, зазывает сотрудничать с магией, то Мгм. есть сотрудничать с этими эзотериками, магией, то есть марать свои руки в творении сатанинской системы вещей. И Мгм. эти остатки этой программы, они уходят, и вижу, как изо рта у этой тетки статуи, но ее уже как бы не было, только руки нету, только вот так как по грудь, как каменная, изо рта выходит, с правого глаза изо рта выходит красные шары. С правого глаза подключка в сектор интерферентов от этой программы, Мгм. а изо рта в сектор магии. Да, оно Мгм. так и называется «Родина-мать зовет». То есть Родина– это матрица, рождающая на смерть. И это программа, зазывающая на смерть. Мгм.
А куда у нее подключки идут? Вот это изо рта, из правого глаза? Кто там Э, находится? Это программа. Мгм, Красные энергии– это ненависть, я слышу. мгм, Ненависть, клевета, мгм, насилие. Вот этот энергию Пиндера этого вижу. Насилие, то есть это угроза. Это те манипулятивные методы, которые использует эта система вещей для того, чтобы зазывать человека в эту матрицу чужеродную, для того, чтобы терять душу, духовный потенциал и священный дух, Святой Дух свой, мгм, живородящий, который есть в недрах где-то у мгм, каждого смертного человека, потому что до тех пор, пока человек не откажется от живородящего духа, а может быть такое, что Елена отказалась от него. Сейчас я посмотрю. Да, точно. Да. Я Когда слышу, это этот произошло? Мельхиседек в Ага. этом воплощении, потому что не важно, что было когда-то. Самое важное, то есть важно расторгнуть контракты. Мгм, Я слышу преждевременные, ну не, это то, что было прежде времени, прежде того, когда началось время. А время началось тогда, когда пришла смерть. И в этом воплощении, когда Елена расторгнет этот контракт с Мельхиседеком, который является как прототипом, как прообразом и следующим этапом, одним из цепочки событий, тогда разваливается вся система событий и подчинения этой мгм. власти. Ну, Елена видит вот это все, что происходит в ее пространстве? Она говорит, я видзе, по-польски Что? говорит. Я видзе, А, типа видит? Мгм. да. Ну, если она хочет, пусть расторгнет этот контракт с Мельхиседеком до конца, чтобы не иметь с ним вообще ничего Я общего. вижу, что вот этот Пиндер– это тот портал насильнический, и она просто берет его, вот этот портал, вот так, как он вот так перебрасывал, она им вот так вот и говорит, ну что, называет его братцем, ну что, говорит братец, так кто прав, Мгм. так кто лучше сотворил? Твоя земля, она говорит, подлая. Мгм. Он Пусть говорит, его ты сотворил демонов. Мгм. Она говорит, ты не умеешь творить жизнь. Мгм. И она говорит, ты Люцифер, сияющий ад. Мгм. Она говорит, я тебя, ну, говорит на старославянском языке. Она говорит, я тебя перемогла. Мгм. Это Победила. победила, это ну, по-русски это победить это ничего не говорит, а по-украински перемогла, то есть это мощь, от сила, от слова могти, Мгм. то есть от сила мощь, сила, Мгм. Больше а, мощи. Мгм. мощь, да. И я вижу, как эта тетка, мать, типа, зовущая на смерть, она вся скорежилась, и эта подключка уходит, и так слышу такой бам! Ее, 7 чакра, вот это как ушло, она вот так просто упала, Мгм. на как будто бы там такое пространство было между вот так, Да. Мгм. как шапочка такая сверху Мгм. отделенная. И она вот так шух присоединилась, к ее пространству, и она
вылетает. А это навязанная программа, это не ее естественное. То есть оно такое желеобразное, как вот эти медузы. И вот теперь понятно, кое-кто, вот этот Илья с Моной, призывали этих медуз. Зачем? Понятно, да? И эти навязанные чужеродные программы ввязывания, втягивания в антимир. Я передаю, чтобы Елена сейчас отказалась полностью. Она это делает, у нее прямо из рук, как миллионы таких тонюсеньких ниточек, вот это все черное уходит. Отказалась от сотрудничества с любыми магическими программами. Представителями антимира. Представителями, да. И этот Мельхиседек плачет и уменьшается в этой коробочке, куда я его упихнула. И Елена поднимается вверх, я ей передаю, чтобы она полностью очищала все ее пространство от чужеродных энергий и возвратила себе, расторгла все контракты, да, всю ее животворящую силу живородящего Творца. И я вижу, она вот эту тьму, я слышу пространство, тьма называется, которая поглотила тех, которые были захвачены. И она вот так уже как вышла с этой тьмы, и она взяла вот это, отодвинула. То есть это пространство тьмы стало меньше. Вот я передаю. Да, передадим информацию в это пространство этим душам умерших, которые заблудились. Вот это пространство, там было какое-то маразма от Мельхиседека, там, где были люди. Вот туда передадим информацию этим людям, которые заблудились и умерли, что об освобождении Елены, и что если они хотят, они тоже могут выйти из этого пространства по такому алгоритму. Да, я вижу, что эта смерть касается не физического тела, потому что физическое тело – это как одежда, которую можно сменить. Но это смерть души. Там идет превращение, перетравливание бессмертных душ, и постепенно перемалываются и погибают души. И я вижу, как много душ выходит, и вот этот язык показывают этому Люциферу, который начинает сползать из земли. Они показывают уже сияющий язык. Ну, вот так, типа, видишь? Вот, пошел ты туда, откуда пришел. Вот. И этот черный язык лжи от них уходит. И эти черные пиндеры, это как присоски, которые вот как у коров доят. Вот. К их живородящим органам. Вот оно что. Это же нижняя чакра, это живородящие органы души. Ну, правильно, человек же рождает, животные рождают живых детенышей. Вот. И эти подключки уходят, и у этих, да, и давай зайдем в тот момент, когда все божественные души, которые хотят остаться живородящими творцами, выйдут из этого пространства. Выйдут из этого пространства, и я вижу, что оно вывернулось, как желудок изнутри, просто как желудок курочки, например, да, такой вот. И они вышли, а другие не вышли. Другие засасываются черные. Это те, у которых руки по локти черные. Которые магичат. Кто содействует магии, да. Ну, это их выбор. Хорошо. Так. Я вижу, как Елена берет, как будто бы из ведра. Какой-то, ну это не ведро, это такой, как бочка такая деревянная. И она так плюх туда, в эту черную дыру, где эти души погибшие. Плюхнула эту... Я слышу жизнь. Нет, энергия жизни.
чтобы все вернулись, чтобы все сыновья, она говорит, братцы. Вот оно что. Эти братцы, которые на самом деле никакие не братцы, а которые думают, что они братья светлым душам, но на самом деле они враги человечества, потому что служат творцами на огороде, на матрице этого Люцифера, темного мира. Мгм. Она говорит, что я даю вам жизнь прозрения, чтобы вы ожили. И Мгм. она говорит, вы мертвецы. И я вижу, как эта рука черная, которая с ней вот так, я слышу, сперечалась. То есть Мгм. Спорила. спорила, да. Она, вот эта черная программа с этой руки, как будто шелуха вот так спадает, сползает, и там осталась такая, как кость. И эта кость распадается вот так вот, как будто мертвец рассыпается вся Мгм. и утонула куда-то. Мгм. Слышу, утонула в безбрежие. Она уходит в этот портал, откуда пришла. Мгм. Пусть И Елена возвращает ее светлую часть и закрывает этот портал. я вижу, она считает, пересчитывает, Мгм. говорит все функции мозга, человеческого разума. И Мгм. она вот так проверяет, пересчитывает, и от каждой части идут такие, как такие звездочки, шарики как будто сияющие, а между ними такие связи идут. Мгм. И она вот так проверяет, все списывает, переписывает, ревизию делает. Если Мгм. что-то черное, она его выбрасывает, а сияющее, вот так оно и восстанавливается на место. Я ей говорю, чтобы она восстановила полностью ее божественную память, разум до Мгм. первоначального. Я слышу до исхода, Мгм. до исхода. Да, пусть и возвращает свою память полностью. Она говорит до исхода в беспамятство. То есть, когда человек рождается, он заходит в беспамятство, то есть пространство тьмы. Так оно и считывается, пространство тьмы. Я ей передаю, чтобы она уничтожила все содеянное ею в этом пространстве тьмы Мгм. и отказалась творить во всех временах на благо антимира и превратила все смертное, что было сотворено ею, как поглощенным живым творцом, ну, как же поглощенная была живой творец. Все, чтобы превратила, а это оно и означает, вот это, что она плюхнула жизнь. Э, Мгм. Она плюхнула эту энергию животворящей жизни на все сотворенное ею зло, которое она делала. Потому что даже вот я вижу эту ситуацию неосознанно. Маленький ребенок, он тоже творец, и он неосознанно творит под воздействием родителей, системы, творит тоже вот этих чертей так называемых, что есть эти программы негативные. Мгм. Вот эти так называемые сущности, потому что вся Вселенная, вся энергия, весь разум – это все живое. И таким образом живые творцы, живородящие, светлые, они могут, ну вот они творили до этого момента зло, а сейчас начали творить добро. Мгм. То есть Прекрасно. восстанавливаются коны. Я ей передаю, чтобы она восстановила кон живородящего Творца
И с этого Мгм. момента начала творить и во всех временах. Пусть она изменит всю ситуацию, потому что это и есть ее миссия. Все Мгм. узнать, разоблачить и изменить. И пусть наполнит каждое ее событие. Я вижу, как этот образ этой девочки в этом платье, который символизирует сменять платье, сменять тела, жизни и смерти, вот это все. Оно Мгм. шух, улетело. Мгм. Вот. А она наполняется энергией, такой стоит гул. Гудит, все гудит, но так торжественно гудит, не угрожающе, торжественно. Мгм. Ее энергосфера, она гудит, знаешь как? Как большой огонь горит. Мгм. Так, И ушел ли этот диск черный из ее сектора принятия решений? я слышу набат, она ударила, да, его нет. Он был, Ага. я говорю, чтобы она сейчас наполнила своей живородящей энергией. Все Да, ее пространство, и да. отказалась полностью закрыла этот портал, приказала Мелхиседеку, он находился в ее пространстве, забирать его воздействие, и Мгм. пусть, Его же руками. да, Елена очищает все ее пространство от чужеродных генетических вкраплений, кого бы то ни было, и наполняется только собственной энергией счастья, гармонии Творца. Да, пусть возвращает себе весь ее творческий животворящий потенциал. Я вижу, что она вот так, как будто бы вот подпрыгнула вот туда, встала на место и Мгм. сияет. А эта тьма, она вот так отступает, отступает. И я Мгм. слышу, творцы возвращаются. Мгм. Пусть отдает, пусть призывает силы кармы на всех представителей антимира, которые были в ее пространстве, за их действия против конов нашей священной вселенной. Пусть отдает им карму. Она говорит, я спала, но теперь я живая. Мгм. Так, я подозреваю, что это возвращается бесконечная вечная жизнь, иконы Первотворца внедряются в нашу жизнь. Да, я вот так смотрю и слышу живородящие творцы. Мгм. Живо, то есть жизнь рождающие творцы. Мгм. А вот это вот соединение между живородящей энергией Первотворца и антимиром, которое шло через ее пространство, это соединение убралось уже или еще есть? Оно выглядит уже таким еле-еле таким заметным, как шляпка гвоздика, как гриб, какой-то гриб с Мгм. этой стороны. Я вижу просто, как будто бы смотрю на гриб снизу. Там такие прожилки и такой этот хвостик. Она Мгм. его берет, убирает, и оно вот так опускается туда вниз. Я ей передаю, чтобы она закрыла все порталы, Мгм. утечки ее энергии, вернула всю ее энергию со всех мест, во всех воплощениях, во Мгм. всех временах. И я Все ее слышу, частички. да, и научилась жить по-новому, творить божественные иконы. О, Да. ага, видишь как? Когда мы принимаем решения, которые ведут к жизни, которые соответствуют конам живородящей Вселенной, тогда мы вот рождаем коны, Мгм. потому что мы все творцы. Тогда мы рождаем коны, живородящие коны живородящей Вселенной. Мгм. Прекрасно.
Так, а изменилась ли та ситуация там, где Елена спала, и луна ей светила в глаз, и что-то там в ухо зашло? Шло ли это уже? Это как раз уходило полностью, когда я говорила, что она говорила, что она спала, Ага. а теперь Мгм. живая, да. Мгм. Я ей Так. передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей все эти воздействия и вернула всю ее энергию, весь потенциал. И я Мгм. вижу, как она вот так делает, как-то переходит из сектора интерферентов в сектор магии, и говорит, что отказывается носить чужие маски. Мгм. Чужие маски — это чужая карма. Мгм. Вот. Да, пусть Да, снимает. Мгм. она говорит, что она остается сама собой. Мгм. И слышу: "Я живородящая душа". Мгм. Да, она отказывается принимать, карму смерти Антимира. Мгм. Антимир плачет, потеряв ее, жизненную энергию. Мгм. А вот этот вот ее частичка была, где-то еще у большого бума какая-то. Это уже она и себе ее вернула? Там было какой-то шар Это как тоже? раз, да, он вот это как ушло, тогда вот седьмая чакра соединилась с ее А, остальными. мгм. Ясно. То Вот. есть этого уже нету. Нету. И я вижу, что, фактически весь эзотерический, магический сектор — это его главная цель — не Мгм. допустить того, чтобы человек стал цельным, целостным. Мгм. Мгм. Ясно. Чтобы вот это соединение божественного разума произошло и с, человеческим сознанием. Мгм. Мгм. Ну, Елена еще хотела отменить, она смотрела каких-то, разных людей, слушала, которые передавали лжеинформацию от разных космических сущностей. Вот она хотела тоже, Она хочет говорит: тоже. "Ха-ха-ха". Я смеюсь над этим. И я вижу, вот это пространство, которое, смотри, почему люди попадаются на уловки темных? Потому что у них не работает, у них испорчена совесть. Совесть — Мгм. это проявление Святого Духа, живородящего Духа, в человеческом теле. Совесть, да? Совесть — это способность распознавать добро и зло и, идти по зову своей, души божественной, по зову совести, для того, чтобы поступать по конам живородящей Вселенной. Мгм. Но вся система устроена таким образом, чтобы эту совесть, способность распознавать и действовать, по конам Вселенной, чтобы оно утрачивалось. Это похоже как, окно. Оно сначала может быть чистое, прозрачное, но если его не мыть, оно становится грязным, и солнечный свет уже не может проникать сквозь него. Точно так же и совесть, если ее заталкивать, то есть когда есть, у нас же постоянно идет диалог. На Мгм. самом деле постоянно идет диалог, когда человек, он чувствует это подсказки своей божественной души, но если он пренебрегает и этими подсказками, то эта совесть переучивается, она уже затупливается, загрязняется и не может распознавать. И таким образом вся система устроена таким образом, чтобы человек просто шел на казнь. Вот это символ «мать зовет», да? Мать, какая Мгм. мать? Мать должна на жизнь звать, а не на смерть. Тот, кто зовет на смерть, а это все эзотерики, которые ложь, говорят, это, вся магия, это политика, которая зазывает на смерть и так дальше.
То есть вся эта система дьявольская. Мгм. Вот. Ну да, нередко предлагает что-то хорошее. Я вижу, как Елена стоит крепко на ногах. И я вижу, как она вот так руками как бы проталкивается вверх изнутри. То есть ее человеческий разум соединяется с ее с божественным разумом. Я ей передаю, чтобы она полностью восстановила коны своего божественного разума, своей божественной памяти, Мгм. вернула память себе, всему человечеству. Да, И я вижу, как истинная она вот память. так как махнула, и как будто этот символ в секторе магии, где был, как на земле лежит, возлежит этот Люцифер, она как махнула и смахнула этот символ. Мгм. И вместо этого там как цветок живородящий расцветает. Прекрасно. То есть магия заменяется, магия Мгм. насилия заменяется магией творцов. Мгм. Не магией Не творцов, магия, а творением. творением. Мгм. Хорошо. То есть власть Люцифера закончилась, Закончилась, похоже. да. Закончилась, только каждому человеку нужно сделать выбор и очиститься. Почему написано, что любой грех человеку простится? Ну почему? Любую ошибку можно исправить, другими словами, по-человечески, если перевести. Мгм. Но если кто что скажет или сделает что-то против Духа Святого, то ему не простится ни в этом воплощении, ни в прошлом, ни в каком. Что это имеется в виду? Это имеется в виду то, что расторгнуть контракты человек не способен сам, если он не сделает какие-то усилия специальные, вот как люди, они же это же сколько усилий нужно сделать, это нужно работать, заработать деньги, чтобы заплатить за сеанс, это нужно очень много работать, дыхательные практики, наши люди что, тысячи людей уже это делают, да? Но Мгм. другие думают, что это навязанная программа религией, да, религией навязано, что Мессия, придет Мессия, и всех каким-то образом, всех гамбузом, вот так всех хором куда-то спасет, а мы дальше будем продолжать делать зло. Этот номер не пройдет. Даст ответа каждый человек отдельно, каждый отдельно выполнить свою миссию. Потому что вот эта игра слов запутывает тоже истинное значение божественных истин. Мгм. Вот. А Так, что такое грех против Святого Духа? Это выбор, когда человек делает сознательный выбор соединиться с демонами. То есть, когда человек общается, вот как этот Мельхиседек, да, Мгм. с демонами, да, то есть сознательное решение. Мгм. Ну, это его выбор, да. Да. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединись пока что от этого. И вот Елена еще хотела посмотреть причину, почему она болела долго бронхитом перед тем, как первый раз помогла маме с утренником. Что тогда происходило? А она говорит, я ей уже помогала. И я вижу, она малюсенькая, ну, такая маленькая девочка, может, 3 или 4 года. Мгм. И она заискивающе смотрит на маму. Она положила ложки, вилки на стол. Мгм. А, типа она маме помогает или что-то. И заискивающе смотрит на маму, ищет одобрения. Мгм. Она говорит, я уже упала. М. Она чувствует, что она боится вот этот страх упасть в немилость Мгм. матери. То есть мать уже на тот момент завязала эти манипулятивные
Это узлы. Узлы, да. Мгм. Ну вот Елена, если хочет, пусть зайдет тот момент, каждый такой момент и отменит, если она еще не отменила. И отменит свое решение болеть этим бронхитом тогда. Я вижу, как она эту вилку почему-то вот так взяла со стола и воткнула в пол. Я вижу, что мама не просто просила, мама должна как? Попросить. Если дочь отказала, значит отказала, заставлять нельзя. Но мама использовала манипуляции. Мгм. То есть, а манипуляция – это и есть магия. То есть это Мгм. спрятанная магия, это спрятанный призыв к тому, вот спрятанный призыв так и идет, Мгм. к взаимодействию с этими негативными программами, с этим злом. Потому что Мгм. должно быть, вот так даже написано в Библии, что ваше слово должно быть да, да, нет, нет, а все, что больше, это от злого. Ну, что в Мгм. переводе на психологический язык означает, что нельзя принуждать кого-то к каким-то действиям, к чему-то любым способом, то ли манипуляцией, то ли насилием, то ли агрессией, потому что это завязывает демонические узлы с демоническим миром. Мгм. Вот. И она выросла оттуда, эта маленькая Мгм. девочка, воткнула эту вилку в пол, Мгм. и она говорит: я отрекаюсь быть ведомой. Мгм. И вижу, как у нее в этот момент изо рта, как какая-то, оно считывается жмяка. Что это такое жмяка? Жвачка какая-то. Какое-то вот такое черное, как пористое, просто выскочило, просто Мгм. к матери. Это соглашение, это детские соглашения, быть ведомой. И она говорит, и я вижу, как у нее из сердечной чакры тоже такая жмяка какая-то энергия, взаимодействия, содействия антимиру тоже уходит. И я вижу, как она, как ангел поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она сожгла все эти чужеродные энергии и родилась заново. Это уже звучало, я просто еще не сказала. Чтобы она Мгм. сейчас родилась заново в чистом божественном пространстве живых душ, живородящего Всесвіту. Мгм. Вот. Она по-польски говорит. Типа как раньше говорили, украинский, старославянский общий язык. Там, она Мгм. говорит «дзинкуе». Вот так как-то интересно. Да, благодарит. Да, Мгм. Так, отсоединись от этого. да. И вот Елена еще говорила, что у нее кожа реагирует на много чего, и она себя спросила, почему, и пришло слово радиация. Вот что это значит, что это за радиация такая? Говорит согласие. Мгм. И я вижу именно, как ты сказала радиация, то от этого антимира, вот как расходится такие волны, и такая черная волна, я слышу согласие. Так, согласие И с что? чем? Быть ведомой, подчиняться Мгм. антимиру. Ну, если коротко, да. Мгм, мгм. То есть это все и есть радиация, это способность поглощать и передавать, я слышу, радиоактивный материал. То есть вот этих чертей, то есть этих программ. Вот как пример, да, как родители. Вот мама, она сама как бы от своих родителей, от этой системы вещей набралась как губка этого негатива Мгм. и завязывает своих детей в этом. А если это не разрубить, то дети делают то же самое. И это идет передача из поколения в поколение этих навязанных, душегубных, я слышу, программ.
Это и Мгм. есть вот эта радиация, это подчинение этому призыву э, этой матрицы, да, Мгм. уйти, Программа. сделать что-то, чтобы уйти на смерть. Мгм. Да. Ну, Елена, да, отказалась уже от этого всего. Мгм. Ну, пусть, если хочет, откажется еще раз, если это еще есть в ее Но пространстве, она эта говорит, радиация. вот так, от нее идет сейчас наоборот такое, как излучение, и идет информация, что во мне нет ничего происходящего на руку дьяволу. М. Вот этот символ перекатывания, Мгм, как мгм, жонглирование, да? Говорит, во мне нет ничего общего с люциферианским мнением. И она мгм, к нему повернулась спиной, а лицом к живородящему Творцу. И я вижу, что вот там в этих сияющих пространствах ей как руки пожимают, ее встречают. Я слышу, вот где родина, что ее М. встречают в родину. Родина – это то, что родило Мгм, душу, божественную душу. И вот эти божественные ангелы, и они стали спокойнее. А я-то думаю, что же мне так тревожно было перед сеансом? Какая-то мгм, необъяснимая тревога была. И я так ждала этого сеанса, как будто бы от этого сеанса зависело очень много, целая жизнь. мгм. Вот. Да, меня тоже колбасило перед сеансом. Вот. А сейчас спокойно так. Мгм, И я слышу, мы все придем. мгм. Вот это завершающий этап освобождения Мгм, божественных душ. Это, я вот так скажу, мало выйти откуда-то и встать, и не знать, куда дальше идти. Важно прийти в конкретное место. мгм. То есть К это Творцу. как завершающий этап освобождения. То есть четкое, ясное понимание эм, цели происходящего этого освобождения. То есть это вернуть себе живородящую силу, живородящих творцов, чтобы творить живородящую божественную реальность и творить коны божественного живородящего мира. Мгм, Это просто уникально, волшебно, неповторимо. Я передать словами это просто не могу. мгм, И я вижу, что сейчас заканчивается время, которое описывается как перед восходом. Так в Библии написано тоже, что перед восходом самое темное время и время самых жутких испытаний уже закончилось. мгм. И Ну, сейчас все, кто выдержал до конца, те получают награду победителя. И вот ее вот эти руки вверх, и вот это как держит этот пояс победителя, вот мгм, это у нее этот вместо этой родины, которая родина уродина. Это да, это борьба двух это матрица, то есть мгм, это родина, которая зовет в смерть, да, типа мгм, родина. Ну все, перевертыши, да. Которая является матрицей смерти, да. Я мгм, передаю Елене, чтобы она полностью очистилась от матричных программ антимира, мгм. вот, наполнялась сиянием света. У нее вот этой сердечной чакры вот такой свет идет. И я вижу, что положил начало этому очищению это Брэндон, который не разрешил опубликовать свой сеанс. Мгм, Это мы у него впервые видели, э, мгм. вот этот Мощный свет такой.
мощный свет в сердечной чакре. Да. Мгм. Ну да, он и Супер. мне помог освободиться. Мгм. Да, да. То есть он неосознанно сделал такое великое дело. Да, хорошо, что он пришел. Мгм. Ну хорошо, как сейчас выглядит эфирное тело Елены? Огромная энергосфера сияет изнутри, прямо лучи вот так идут. Энергосфера прочная, она считывается внутри я, то есть э, Индивидуально. индивидуальность, да, то есть Мгм. идентификация, четкая идентификация себя как личности, Творца, и Мгм. вся сияет. Чакры, когда я обращаю внимание, голова, 7-я чакра, вот так вот просто как фонарь какой-то сияет. Не Мгм. фонарь, а вот этот Распознавание добра и маяк, зла. да, Мгм. маяк, который помогает кораблям найти путь. Вот. Мгм. Вся сияющая, да. Мгм. Хорошо. Я слышу, считывается тоже божественный лик. То есть в Мгм. ней считывается божественный лик. То есть Мгм. икона Первого Творца и его идентификация тоже. Мгм. Хорошо. Спроси у нее, все ли мы сделали для нее на этом сеансе Да, как сегодня. раз она нас благодарит вот так Мгм. и Ну, уходит. хорошо, тогда прощаемся с Еленой, Да. благодарим ее, Мгм. чистим все наше пространство, Да. каждый свое, отсоединяемся от всех и от всего, Мгм. наполняемся энергиями любви, гармонии, жизни, истины, Мгм. красоты, молодости, процветания, животворящей энергии своей Мгм. и поднимаемся максимально вверх. Да. Вот. Закрываем все порталы. Мгм. Вот. Ну, на счет 3 я посчитаю, и ты вернешься в нашу реальность, откуда я с тобой разговариваю. 1, 2, 3. Мощно. У меня тоже такой трепет был, я очень каждый раз, когда переносилась, я такая: так, где что еще? Так, надо покопать все глубже. Такая. Я каждый раз так была благодарна. Я вот каждый раз вот тот факт, что переносилась, я понимала, что это мне время дано еще что-то покопать, Мгм. еще что-то, какой-то вот найти момент, который я упустила. И у меня такое чувство было, что на сеанс прилетят все, все боги, все светятся, и вот мы все там будем, вот реально. Так и случилось. Ну, благодарю, Классно. Я вам Наташу, Елена. благодарна. Очень потрясающе. Спасибо. У меня прям такой трепет души. Вообще очень, очень спасибо. От всего сердца благодарю. Можем Мгм. опубликовать. Да, конечно. Благодарю. Оставляю информацию об этом сеансе всем душам света нашего Первого Творца. Благодарю.